Всем привет, с вами Ануар и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. Это второе видео по созданию мультфильма, и в нем я расскажу, какой бюджетный компьютер вам понадобится для компьютерной графики. Но перед тем как начнем, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ну а теперь начнем. Это будет китайская сборка с AliExpress. В ней свои плюсы и минусы. Самый большой плюс – это сборка самая дешевая, стоит каждую свою монету. А минусы – неправильно показывает градус на материнке, старая платформа и нет гарантии. Процессор E5-2689. Это серверный процессор от Intel. Имеет 8 ядер и 16 потоков. Построенный на архитектуре Sandy Bridge. Частота у него 2,6 МГц. Максимальная частота всех ядер может достигать 3,3 МГц. ТДП его составляет 115 Вт. Стоимость данного процессора составляет 6600 тенге или 1100 рублей. Материнская плата, не брендовая, на платформе X79, сокет LGA2011. Поддерживает обычную и серверную оперативную память на DDR3. Имеет 4-канальный режим памяти. В нем есть разъем на M2. Идеально подходит для нашего процессора. Его стоимость составляет 25 500 тенге или 4250 рублей. Оперативная память. Так как материнская плата поддерживает серверные процессоры на DDR3, выберем серверную оперативку. Она намного дешевле, чем обычная. И так как материнка 4-канальная, нужно 4 штуки оперативной памяти. И в общем будет 16 гигабайт, где каждая плашка это 4 гигабайта. Частоту можно взять на 1600 или 1866. Ее стоимость составляет 16 тысяч тенге или 2666 рублей. Если сравнить с обычной DDR3, то там каждая плашка составляет 10 тысяч тенге или 1666 рублей. Это хорошая экономия на оперативке. Закончим с AliExpress. Далее охлаждение для процессора. Для охлаждения процессора послужит ID Cooling SE224XT Black. Это башенный кулер, имеет 4 тепловых трубок. Рассеиваемая мощность его составляет 180 Вт. Размер вентилятора 120 мм. Подключение имеет 4 пина. Стоит около 9500 тенге или 1600 рублей. Переходим к SSD и жесткому диску. SSD берем для Windows. Дешевле будет взять SSD на форм-факторе 2.5. Это будет Apacer AS350 на 256 гигабайт. Сам лично таким пользуюсь. Цена его 16 тысяч тенге или 2666 рублей. Жесткий диск. Чем больше памяти, тем лучше, так как для проектов нам понадобится много мест. Минимально возьмем это 1 терабайт. Это будет Seagate Barracuda. Имеет 7200 оборотов в минуту. Стоимость жесткого диска составляет 16 тысяч тенге или 2666 рублей. Блок питания. Corsair CV650. Имеет бронзовый сертификат. Мне очень понравился блок питания от Corsair. Стабильная работа. Данный блок питания имеет 650 Вт мощности. Стоит около 23 тысячи тенге или 3833 рублей. Следующий у нас это корпус. Вы можете взять любой дешевый корпус или даже без него. Интерес пал на Cougar MX350. Он без закаленного стекла, так как по опыту скажу, стеклами часто разбиваются и поэтому их тяжело убирать. Советую лучше брать без стекол. Этот корпус стоит 22 тысячи тенге или 3666 рублей. Повторюсь, вы можете взять любой другой дешевый корпус. Последний это видеокарта. Сейчас они очень дорогие. Так как мы будем брать для создания мультфильма и для других проектов, лучше взять видеокарты от Nvidia, так как у них есть CUDA ядра, которые ускоряют работу, особенно в графике. 1050 и 1050 Ti и ниже будут уже слабы для работы. Минимально, что подходит, это 1060 на 6 гигабайтов или 1650. Скоро выходит RTX 3050, и если у них ценник будет нормальный, то это хороший вариант для покупки. А пока мы возьмем 1060 и 1650. Плюс-минус ценник у них одинаковый. Но 1650 вы можете взять в магазине с гарантией. Имеет 4 гигабайт памяти и стоит 1650 160 тысяч тенге или 25 тысяч рублей. И эта сборка обошлась нам 284 600 тенге или 47 447 рублей. Теперь поговорим о мониторе.
Самый лучший вариант взять монитор на IPS матрице Minimal Full HD. В данном случае сам пользуюсь монитором Acer Nitro. Диагональ экрана у него составляет 23,8 с разрешением 1920 на 1080. Матрица IPS. Частота экрана 75 ГГц. Скажу, неплохой монитор. Немного проблем с белым цветом. В данный момент цена его слишком завышена, 94 тысячи тенге или 15 666 рублей. Сам покупал его года 3 назад, в 2 раза дешевле. Надеюсь, ролик был полезен для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и пока. А в следующих видео поговорим, какие программы будем использовать для создания мультфильма.